Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, все, кто на моем канале первый раз. Меня зовут Светлана, и на моем канале мы разбираем отношения между мужчинами и женщинами. Сегодня я вам предлагаю вечерний расклад. Предлагаю отдохнуть, отдохните и посмотрите такую тему, как разговор с его душой. Знаете, довольно такой уникальный расклад. Давайте попробуем поговорить с мужчиной, который вам интересен. Подумайте, пожалуйста, о нем сейчас. Ну, а я постараюсь задать в этом раскладе те вопросы, которые будут для вас интересны и актуальны. Итак, разговор с его душой. Разговор с его душой. Так, ну для начала давайте посмотрим вашего мужчину сейчас. Какой он, что определяет нам его сигнификатор. Ну, прекрасно, смотрите, пришел прям конкретной персоной. Пришел сегодня к нам король кубков, и это очень хорошо. Почему? Потому что, ну, побольше вам смогу раскрыть характеристику этого мужчины, и вы будете уверены, ваш этот расклад или нет. Ну, смотрите, какой король кубков, да? Ну, во-первых, общительный. Наверное, пожалуй, это у него будет стоять на первом месте. Будет иметь очень большое количество товарищей. Именно товарищи, потому что человек, знаете, очень открытый. Что касается друзей, то, знаете, будет избирателен, но у него такая вещь, что он, знаете, можно сказать, ко всем относится одинаково. Ну, что значит ко всем относится одинаково? Ну, одинаково вежлив, одинаково учтив, знаете, одинаково раскрыт в сторону человека. Пожалуй, вот это его такое ровное отношение и позволяет ему иметь большое количество людей, которые находятся вокруг него. Ну, что еще сказать? Улыбчивый человек, может быть, даже, знаете, смешливый. В компании с таким человеком очень интересно. Почему? Потому что он разговор поддержать может. Он и, ну, знаете, такой свой, душа компании, скажем так, очень легко и быстро вливается практически в любой коллектив. И его присутствие – это всегда плюс. Почему? Ну, потому что просто с ним интересно. Знает большое количество различных историй, смешных каких-то моментов, анекдотов. Поэтому, смотрите, ну просто с ним не соскучишься. А еще, знаете, человек в душе очень такой мягкий, уютный, комфортный, добрый. Вот это его доброта и вот эта его мягкость иногда для него служит и отрицательными моментами. Почему? Ну, потому что многие могут пользоваться его характером. Нет, это не наивность. Это, знаете, именно то, что он мягкий. Но то, что можно сказать, и что сейчас называют, знаете, таким словом, как беззубый. Да, наверное, отчасти в нем это есть. Да, наверное. Хочет помочь, стремится поучаствовать в судьбе. Ну, вот такой человек, открытый, да, на самом деле. Ну, какой он в любви? Ну, король кубков, конечно, тот, который для своей любимой женщины звезду с неба достанет. И тот, который в лепешку разобьется для того, чтобы дать ей чувства. Вот что касается чувств и эмоций, больше, чем от короля кубков, наверное, ни от кого их нельзя получить. Почему? Потому что это мастер слова, потому что это человек, который умеет делать комплименты, причем шикарные комплименты. Из его уст, знаете, любое простое выражение звучит как-то по-особенному. Есть в нем, ну, знаете, такой лоск.
внешне очень любит красиво одеться, подбирает детали в одежде. Ну, например, дорогой парфюм тоже будет любить, так же, как колечко, перстенек, запонки, может быть, какие-то. Знаете, какой-то платочек будет выглядывать и добавлять будет его стиль. Но вот такой он весь, понимаете, вот такой, ну, какой-то эфемерный, как, знаете, одно большое сладкое мороженое, которое так и хочется попробовать или, по крайней мере, лизнуть, чтобы понять, да, вкусное оно или нет. Но вот он именно вкусный. И в отношениях он такой же. Есть, конечно, отрицательные черты у этого человека, как и у каждого, да, я о некоторых уже сказала. Ну вот, из положительных качеств его такие. Поэтому сегодня у нас король кубков, энергия воды, вот такой человек. Ну а еще, если говорить о нем в нашем сегодняшнем контексте, да, то это человек, который любит, который источает, любовь эту, знаете, раздает, направляет ее, возможно, на свой объект, может быть, даже и на вас. Мы сейчас будем с вами смотреть, конечно же. Конечно, дела сердечные мы разбираем, без вас не обойдемся. Так, хорошо. Ну, давайте сразу и спросим, что этот человек думает о вас в настоящий момент времени. Ну, вот он думает, что вам нужна помощь, кстати. Это вполне в его характере помогать. Это вполне в его характере видеть, когда людям плохо. Это вполне его в характере, знаете, спешить на помощь. Поэтому он думает, что вы та, которой в настоящий момент нужна помощь. А вообще, знаете, он вас отождествляет тоже довольно сильной такой женщиной, потому что вы и сами умеете помогать. Вы и сами способны, ну, знаете, как бы восполнить, наделить. Но сегодня вот удача не на вашей стороне, и сегодня вы нуждаетесь в помощи. Вот такой он именно вас видит сегодня. Так, давайте еще посмотрим, что еще он думает о вас. Что еще он думает о вас? Ну, смотрите. Он воспринимает вас как женщину, которая находится в браке. Сегодня он думает о вашем браке в том числе. И вот смотрите, он думает о том, что вашему браку необходима помощь. Именно вашему браку нужна помощь. Вполне вероятно, эта ситуация может и проиграться. Что еще он думает о вас? Ну, потому что вы запутались. Поэтому смотрите. Очень может быть, что мужчина, данный, которого мы сегодня рассматриваем, посвящен в особенности вашей личной жизни. Почему? Ну, потому что он очень видит и тонко видит, и чувствует те проблемы, которые есть у вас на самом деле. И среди этих проблем, вот одна из них, да, которую я озвучила, да, это он видит вас запутавшейся, он видит вас, знаете, довольно-таки даже такой безнадежно запутавшейся в той ситуации, которая есть сейчас. И по старшему аркану смерти он вам и помогает. Скорее всего, он и выступает в роли помощника вам, этот мужчина, этот человек. Почему? Потому что он умеет это делать, потому что он умеет поддержать словом, потому что он умеет поддержать делом, поддержать присутствием. Знаете, самое важное – это его присутствие рядом. Вот как ни странно, но этот человек рядом с вами в самые сложные моменты вашей жизни оказывается. И действительно, даже, понимаете, тогда, когда не нужно ничего говорить, а просто нужно, чтобы кто-то был рядом, тот, кто понимает без слов. Вот это тот самый человек и есть, который понимает без слов, который просто рядом, потому что он понимает, что вам сейчас это нужно. Поэтому он приходит, поэтому вы можете с ним разговаривать, вы можете ему доверяться, вы можете, я не знаю, плакать ему в плечо, да, и он поддержит. Он поймет, потому что кубковые короли, они очень хорошо понимают женщин, они очень хорошо понимают их проблемы, их натуру, то, из чего они сделаны. Вот как будто бы, понимаете, он
идеально это знает. Может быть, кстати говоря, это оттуда, что идет, что его самого воспитывали женщины, да, больше. Мама, например, бабушка, тетя или старшая сестра приложила руку к его воспитанию. Поэтому он вот такой, знаете, к женщинам правильных позиций, правильных понятий. Он хорошо понимает, что нужно женщине, какие слова нужно говорить, как ее нужно правильно выслушать. Поэтому вот смотрите, вас он как раз в настоящий момент времени, он думает о том, что вы запутались и вам нужна помощь, и эта помощь – это он. Да? И очень у многих отыграется, что именно он и помогает вам сейчас. Так, хорошо, давайте посмотрим, а если у него у самого к вам чувства? Ну, сейчас он нам об этом не говорит. Почему? Потому что семерка пентаклей вышла, и семерка пентаклей – это, знаете, такой аркан, когда сегодня он предпочитает о чувствах своих к вам молчать. Да, у него есть определенные виды, скажем, на вас, но, скорее всего, он понимает, какой вы человек хороший. Скорее всего, он понимает, какая вы женщина самодостаточная, цельная, да? Он понимает очень многое о вас, но если говорить о чувствах, то он молчит. Сейчас он берет паузу, не хочет об этом говорить. Так, ну ладно, это его право. Давайте посмотрим, чем вы этому мужчине нравитесь. Чем вы этому мужчине нравитесь. Так, старший аркан Луна и звезды. А в тем, что вы в любой ситуации в жизненной, какой бы сложной она ни была, в принципе не сдаетесь. Ему нравится ваша напористость, ему нравится ваше умение достигать поставленной цели, ему нравится то, как вы умеете мечтать, ему нравится то, как вы преодолеваете сложности и как вы боретесь за свою лучшую жизнь. Вот это ему нравится. Ему нравится, ну, вот такая женщина-боец, как вы, да? Да, такая активная, такая, знаете, способная перешагнуть через проблемы. Какие-то она решает, через какие-то она просто перешагивает. И даже если она изначально видит существенную проблему в каком-то деле, это ее не отпугнет. Если у нее есть такая цель, она все равно к ней будет идти. Поэтому смотрите, вы ему нравитесь в проявлении своих вот таких самых лучших качеств. То есть он увидит в вас характер, он увидит в вас оптимизм. Вот что ему нравится, да? Ваш характер и ваш оптимизм, но это уже и неплохо. Так, хорошо. А что ему в вас не нравится? Что ему в вас не нравится? Что ему в вас не нравится? Знаете, то, что вы можете зависать в своих собственных предрассудках, то, что вы можете зависать в своих неудачах, то, что вы можете действительно, знаете, слишком долго оплакивать неудачные моменты какие-то, которые в вашей жизни произошли. Вот это ему не нравится. Но знаете, какое-то ваше может быть такое самобичевание. Да? Вот это ему не нравится. То, что вы возле этих сложных моментов своей судьбы тормозитесь долго. Ну, скорее всего, почему это происходит? Ну, потому что кубковый человек, потому что, знаете, у него такая щадящая натура, и он хочет, чтобы эти проблемы вы перешагнули и шли дальше, да? А у вас есть такое, когда вам хочется докопаться, когда вам хочется, знаете, может быть, поплакать, когда вам хочется, может быть, знаете, лишний раз об этом поговорить, это все больно. Вы как-то, знаете, переживаете каждый раз боли, проблемы и оттягиваете свое собственное выздоровление в этом плане. Вот эти моменты ему не нравятся. Он хочет облегчить
что ли, ваше такое к нему, ну, существование, не к нему, а вообще ваше существование. И знаете, здесь, моя хорошая, все-таки идет дружеское его к вам отношение. Вот делаю этот расклад и стараюсь понять ваши отношения, его отношение к вам. Все-таки это искренняя дружба. Знаете, здесь очень тонкая грань. Помните, в самом начале я говорила о том, что человек ровно относится ко всем. Здесь, пожалуй, трудно и в вашей ситуации различить, с любовью оно к вам относится, имеет на вас какие-то конкретные планы и виды, или просто относится к вам как к хорошей подруге. Вот второй случай – это от нашего сегодняшнего расклада. Очень хорошо относится к вам как к хорошей подруге. Поэтому смотрите, может быть, кто-то по этой причине и запутался в отношениях с этим мужчиной, да? А вот, понимаете, распутаться-то как раз он, может быть, и старается вам это показать и сделать, но чтобы вы дошли до этого сами, он некоторые моменты не может проговаривать, потому что у него такой характер, обидеть боится, вот и все. Обидеть боится. Так, хорошо. Ну вот что он, смотрите, в ваших отношениях от вас хочет получать? Ну вот 6 кубков, да? Вы его давняя знакомая. Вы та, которая имели возможность видеть его давно. Ну, может быть, это ваш одноклассник, да, может быть, вы жили в одном дворе, но это прошлое. Может быть, и отношения у вас были в прошлом, кстати говоря, по этому аркану тоже. То есть связывали вас чувства, но когда-то, тогда, раньше. А сейчас это все-таки больше отношения дружеские. Так, хорошо. Ну, давайте еще посмотрим такой момент. Какие перспективы, в принципе, в отношениях есть с этим человеком? Шансы есть. Шансы на что? Давайте посмотрим. На легкие отношения. Ну, вот именно, понимаете, на легкие отношения. На отношения без обязательств. Поэтому я и сказала в самом начале, это дружба. Это дружба, которая делает увереннее вас. Это дружба, которая и ему нужна тоже, потому что он очень доволен вами как человеком, вами как женщиной. Вы ему нравитесь своими чертами характера, своей волей. Опять же, здесь идет победитель. Опять же, поэтому вот такие перспективы отношений. Сегодня, да, он рассматривает вас как очень хорошую женщину, как очень хорошую хозяйку, как прекрасную мать, если у вас есть дети, или потенциально женщину, которая имеет мать. Но больше здесь практически ничего. Поэтому смотрите, вот сегодняшний расклад больше нам показывает и рассказал нам сегодня больше мужчина о том, что он просто очень хорошо к вам относится, как к хорошему другу, как к подруге. Такое может быть между мужчиной и женщиной. И, кстати говоря, у королей кубков это очень часто и бывает, да? Но это не есть любовь, это не есть чувство. Хотя вы, может быть, и думаете о том, что это чувство, и ждете от него проявлений как любовника в свою сторону, да? Но, может быть, в этом на сегодняшний момент вы немножко заблуждаетесь. Ну что ж, вот такой сегодня у меня получился для вас расклад. Если вам резонирует, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите свои комментарии. Я благодарю вас за внимание. И очередной раз напоминаю, что если вы хотите получить личный расклад на свои отношения, то всегда можете обратиться ко мне. Все мои контакты всегда находятся в описании под каждым видео. Поэтому открывайте, смотрите, и если вам это нужно, пишите, обращайтесь. Я буду рада вам помочь. Ну что ж, мои дорогие, сегодня все. До свидания, до новых встреч.